Всем привет! Укладка ламината на кривой пол. Сразу все специалисты скажут, что на такой пол нельзя ложить ламинат вообще. Нужно это все сломать, залить стяжку, выровнять все. Ну это и так понятно, что нужно все заливать, но не у всех есть возможность залить идеально ровный пол, разломать все. У меня на ремонт буквально 5 дней, и у меня нет физической и финансовой возможности сделать так, как это должно быть. Поэтому приходится делать как есть. Вот такой вот у нас пол. Не самого лучшего качества. Постараемся его максимально выровнять. Пол у меня плиты ДСП. На швах есть зазоры, перекосы, то есть плиты неровные. Большие перекосы на швах, вздувшаяся краска, торчащие гвозди. Краску можно исправить, срезать болгаркой, либо стамеской какой-нибудь. Гвозди добить, либо достать. На швах, когда не на швах, когда перекосы самой плиты, попробуем устранить при помощи картона. Его можно использовать, который идет с упаковки самого ламината. Наша задача устранить все возможные перепады нашего пола. То есть прикладываем уровень, смотрим, где есть зазоры, и эти зазоры стараемся устранить. То есть вот здесь прям очень большая ступенька. То есть здесь вот так сделал. Хоть немного компенсировать, как говорится, этот зазорчик. Хоть немножко. И здесь большая такая же самая штука. То есть два штуки, там бугор сильный. Здесь прям яма. Ну, тут как бы будет стол стоять, но все равно, хоть с большего. Но здесь более-менее как бы ровно. То есть прошелся по кругу, срезал вот эту всю краску, где были гвозди, добил их. Гвозди, которые не добивались, я их вынимал. То есть просто достал, если некоторая шляпка просто, они гуляют туда-сюда. Значит, подложка у меня листовая. Три миллиметра. Значит, она термоизоляционная, звукоизоляционная. И вот тут самое главное для меня параметр — это выравнивание основания до 2 миллиметров. То есть специально я ее взял. Она дороже, вот эта подложка, чем обычная рулонная. То есть как раз к моему кривому полу 2 миллиметра еще скомпенсирует дополнительно. Значит, уложил подложку. Здесь положим ламинат, потом диван переместим туда и сделаем вторую сторону. Так, теперь нужно определиться, какая должна быть подрезка ламината. То есть вот размеры доски. Размеры какие. И нужно определить
сколько подрезать. То есть надо прикинуть сейчас доски, чтобы не было коротких концов. Перед тем, как укладывать ламинат, нужно померить размеры комнаты. Смысл какой? Что по ширине, вот когда мы будем ложить один за одним, может получиться так, что в конце нам надо будет отрезать, например, вот такую полосочку. То есть, или вообще сантиметр какой-нибудь. То есть, чтобы у нас такого не получилось, надо прикинуть, как у нас получается. Если что, тогда вот этот первый лист, первый вот этот ряд, его разрезать пополам, например. Ну, в моем случае я написал, комната у меня 268 сантиметров. Один лист у меня 19 сантиметров. Получается 19 умножаем на 13 листов, 250, и 14 лист 18 сантиметров. То есть последний лист надо будет немножко отрезать, и он как раз ложится. То есть у меня по ширине все хорошо. По длине можно собрать 3 полных листа и один вот такой. То есть почти пополам его нужно будет отрезать. У каждого производителя, когда вы покупаете, на этикетке написано, какой должен быть вот этот забег. То есть вот этот вот, который вот здесь, который идет. В моем случае, вот здесь целая инструкция. В моем случае 20 сантиметров. То есть вот оно здесь написано прям. Но у меня здесь получается больше, поэтому без проблем сейчас отрезаем этот лист, эту доску перекидываем вон туда и ложим новый ряд. Способов укладки ламината есть несколько. Это зависит от того, какой у вас замок. Вот этот вот. Какого типа этот замок. Производитель указывает, на каждом ламинате есть инструкция. У меня тут есть 3 способа укладки. Элемент за элементом. Вот такой способ. При помощи подбивочного бруса и ряд за рядом. Вот этот способ мне не подойдет, потому что у меня здесь угол. Вот этот. Я не смогу собрать такую систему. Плюс у меня там батарея. Он не подойдет. Ну, возможно, вот начало вот это можно так собрать, а дальше все равно придется пользоваться вот это вот при помощи подбивочного бруса и ряд за рядом. Вернее, просто при помощи подбивочного бруса или элемент за элементом. То есть, ну, сейчас будем пробовать, что будет получаться. Прежде чем еще начинать, нужно выдерживать у ламината в начале, ну, со всех сторон, выдерживать зазор 8-10 мм. То есть здесь тоже указано, зазор должен быть со всех сторон 8-10 мм. Это делается для того, что ламинат будет играть. Он увеличивается в размере, уменьшается, и вот для компенсации вот это, чтобы его не вздуло, делаем 8 мм. Самый простой способ — это вот сейчас положить пару рядов, останутся какие-то куски, и сам ламинат 10 мм толщиной, его нарезать и пустить вот на эти самые бруски. Еще одно важное, вот эти вот стыки, забег между стыками должен быть не менее 20 сантиметров. То же самое указывает производитель. Вот. Забег между стыками, и вот, как я уже говорил, крайняя доска должна быть не менее 20 сантиметров. То есть больше либо равно 20 сантиметров, если быть точнее. Вставляем лист. Вот так. Потом опускаем его и сюда ударом наставляем и молотком забиваем туда в замок.
То есть вот такая технология. Берем лист. Вот этот замок вставляем. Здесь зазорчик минимальный стараемся сделать. Берем досточку, молоток, прижимаем, упор. То есть лист защелкиваем, удар молотком, забиваем вот этот вот. То есть следим, чтобы у нас все было четко, чтобы все было замкнуто везде. Вот такая система получается. Значит, бруски, вот эти вот упоры, напилил ДСП 10 миллиметров. На каждый лист, вот на такой, должно быть 2 кусочка. То есть в начале, в конце. В начале, в конце. Из-за того, что у меня очень кривые стены, там получается зазор большой. То есть если здесь по 10, то здесь больше. Вышел вот таким способом. То есть здесь, здесь и здесь. То есть вот она, видите, кривые стены. Но обязательно надо, чтобы эти зазоры везде были. Все, начинаем новый лист. Опять ложим эту штучку. Начинаем новый лист и погнали. Значит, вот когда второй ряд положил, не посмотрел сразу, возникла проблема. То есть вот этот последний подрез 19 сантиметров всего лишь. То есть это очень мало. У нас должно быть не менее 20. Придется вот этот второй ряд разобрать. И вон ту первую доску подрезать немножко. Ну, разобрать проблем нет. В принципе, вот этот вот лист просто поднимаем целиком. И оно все разбирается. Вот видите. Ничего. Еще перед укладкой смотрите в швах, чтобы не было никакого мусора там. Или может какие-то дефекты быть. Бывает такое, что заусенец какой-нибудь оторвется и туда западает. То есть проверяйте. Потому что если туда что-нибудь попадет, потом не сможете замок закрыть. Или замок закроете, но с зазором. Если здесь будет неравномерность, то есть у вас дальше ламинат пойдет уже неправильно. То есть где-то перекосы будут. Могут быть проблемы, и в будущем ламинат может разойтись. Вот эту крайнюю, то есть отрезал в размер. Молотком уже ударить не получается. Берем инструмент, вставляем и аккуратненько задвигаем, чтобы все сошлось. То есть вот что у нас получилось. Как отрезать доску и не ошибиться. То есть вот, вот наша сторона, которая сюда вставляется в замок. Переворачиваем. Мы по краю смотрим 10 миллиметров. Вот. Поставили. И здесь отметили
по краю то же самое. Провели линию. Вот что получилось. Узор не совсем ровный, потому что стены кривые. Ну, в принципе, здесь